Друзья, всем привет! Как вы помните, в прошлом ролике мы расстались с вами именно на этом месте. Я вам сказал, что покажу, как мы будем проходить через шторм, который начинался недалеко от берега Кейптауна. Как вы понимаете, если вы смотрите это видео, то через шторм мы прошли. И я вам сейчас действительно покажу кадры, как это было. Но несмотря на то, что я капитан, на меня распространяются ровно те же правила, которые распространяются и на других членов экипажа. То есть мне тоже запрещено самостоятельно гулять без крайней необходимости по палубе во время шторма. Видеосъемку я проводил в каких-то базовых местах, где безопасно. То есть это мостик, это корма, относительно безопасное место, это выход с passageway, там где можно руку высунуть, как-то снять, и это палубы самой надстройки, где можно выйти и, дай бог, чтобы тебя не сдуло сильным ветром. Усаживайтесь поудобнее, с вами капитан Максим, вы на канале Максмастер, полный вперед, поехали! Даже если сейчас вот посмотреть, то погодка такая себе. Очень часто просто налетает дождь, быстро проходит. О, центрифуга, блин. Еще более-менее. Потом пробоина, блин. Ты видишь, мы тонем. Не, ну пробоина у нас мощная, да, блин? Сейчас отключение? За такую погоду. Я уже вижу тут вертолет, которого нафиг сдувает. Друзья, ну помимо того, что я вам сейчас покажу буквально через пару минут, как мы проходили через шторм, вы должны понимать, что нам рекомендовали туда не идти. Флит-Навцентр дал рекомендацию, чтобы мы проследовали в порт-убежище Мапуто, это Мозамбик, и переждали там пару-тройку дней, пока шторм не пройдет. Но ко всем таким рекомендациям всегда следует еще фраза: базируйтесь на собственный опыт и оценивайте ситуацию по месту. Потому что действительно Флит-Навцентр, они могут советовать, но капитан имеет право этим советам не следовать. Это не приказы, потому что всегда легче оценить ситуацию, находясь на борту непосредственно конкретного судна, капитану. Он знает характеристики судна, он знает, как судно себя ведет в ту или иную погоду, может полагаться на свой опыт, оценить ситуацию и принимать решения самостоятельно. Даже если следует какой-то непосредственный приказ, ну, назовем его распоряжением с офиса, что вы обязаны или должны идти туда-то или туда-то, то капитан может применить так называемую процедуру Captain's Overriding Authority. То есть это такая процедура, когда, несмотря на распоряжения, которые поступают из офиса, капитан может самостоятельно принимать решения, базируясь на собственный опыт, базируясь на оценку текущей ситуации, анализ текущей ситуации и так далее и тому подобное. Да, есть такая процедура, и она может быть применена при необходимости. Я в жизни ее еще ни разу не применял, потому что всегда мы с офисом могли договориться и всегда находили взаимопонимание. Как вы понимаете, что если погода возле ЮАР была плохая, то замену, которую мы должны были провести в Южноафриканской Республике, непосредственно в порту Кейптаун, у нас, я напомню, должен был поменяться третий механик, замена произведена не была. Агент нам сообщил, что катер, который должен был привезти третьего механика, следующего, да, он не сможет выйти в такую погоду из порта. И мы прошли мимо Кейптауна. Погода действительно была плохая, и вы сейчас в этом убедитесь. И у нас осталось две опции в отношении замены. Либо проследовать Walvis Bay, это Намибия, либо идти уже в США, где замену третьему механику никто сделать не сможет, потому что он является гражданином Мьянмы, а у граждан этой страны в Америке бан на замены. То есть у них аннулированы визы, и он вынужден будет с нами тогда вернуться аж в Индию и уже там поменяться. Мы с ним поговорили, мы выяснили, согласен ли он на такую опцию. Он только обрадовался, сказал, что да, я согласен. Такое себе нехилое продление контракта на 3 месяца, ну суммарно, если брать, да, то есть месяц до США, месяц обратно и еще там пару недель. В общем, он обрадовался, что сможет еще заработать денег, поэтому Walvis Bay как-то сам по себе отменился. Мы туда не проследовали, пошли в США и замену отложили аж до июля месяца. Помимо шторма,
Вы в этом ролике увидите, как мы крестили людей, как посвящали в моряки. В этот раз, естественно, так как мы следуем морским традициям, в этот раз у нас было 15 некрещенных человек на пароходе. 15 человек, которые не были посвящены в моряки. Это у меня личный рекорд, до этого, по-моему, было 8. Смотрите, что будет в этом ролике. Будет шторм, будет посвящение в моряки, будет подготовка к заходу в США, будет, естественно, какая-то рутинная работа, которую мы здесь периодически проводим, и так далее, и тому подобное. Красивые кадры я тоже поснимал для вас. В общем, усаживайтесь поудобнее, но перед тем, как мы начнем просмотр этого ролика, я попрошу поставить вас лайк, который, ролик не понравится, вы всегда сможете его отменить. Те, кто первый раз зашел на канал, и тем, кто интересна морская тематика, я попрошу подписаться. А своих постоянных подписчиков прошу нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Погнали! Средненький ветерок. Вспышки при 60 срывать начинают.
чехол на iPhone за $1 с Алиэкспресса. Везем! Очень опасная штука. Если оторвет и будет человек где-то тут стоять, может... И сейчас, видите, порывы ветра. Это место перед надстройкой. Сейчас туда идти нельзя. Очень сильный ветер. Поэтому лучше тут оградить зону. Вот я стою за двумя этими трубами. Лучше оградить зону, чтобы вообще сюда никто не шел. Ее оторвет. Разболталось крепление от шторма. Вон короткие штанги. После шторма, не знаю каким образом, но затяжной винт, зажимной винт вот этой лебедки самораздался как-то, раскрутился и сорвало с нее брезент, который поставили специально для этого шторма. Как он раскрутился, но это все ремонтируется буквально там за полчаса. Брезент, если он порван, то его можно сшить обратно. Ну, странно. И видите, вот оно шевелится, то есть надо это сделать. Надо сделать сегодня. Так, вообще никаких других повреждений нет. Эти 3 лебедки зачехлены. Тут все хорошо. Эти тоже 2. В общем, одна лебедка как-то самораскрутилась, самораздался винт и сорвала брезент. Странно. Хотя ветер был с левого борта. Так, палуба. Палуба, кстати, вся антислиппери. Вот что еще. Еще брезент с трапа Embarkation Ladder сорвало. Тоже не страшно. Это, кстати, тоже не компанейская история. Как бы не должно быть у нас зеленого и такого цвета, желтого. Здесь должно быть все, в принципе. Все, что желтое, должно быть оранжевым. А то, что зеленое, должно быть черным. Это все будет перекрашиваться. Я понял подход. С левого борта красный, то есть красный с левого, зеленый справа. Но тем не менее это неправильно. Ну, возможно где-то правильно, но не наши стандарты. Противовес мэнхола, то есть крышки для подъема, спуска, то есть виромайна шортовных концов с Bosun Store. Вот этот противовес должен быть либо тайгером сделан, то есть полосатый, желто-черный, либо опять же оранжевый. Но мы договорились, приняли решение, что все будет перекрашиваться в оранжевый цвет. Все, что желтое, должно быть тут оранжевое. Оранжевый сигнал. Пока как бы норм. Они там какой-то гриль вроде купили. Да, гриль. Ой, к чему-то мы готовимся. Что-то сегодня будет. 5 пожарные рукава разложены. Здесь какой-то реквизит стоит. Ничего себе. Туннельчик. Хенд-клинер. Бочка. Пока не набранная, но скоро наберем. В общем, друзья, что-то будет сегодня. Точно, 100%. Что-то намечается интересно. Мы провели очередное крещение моряков на подходе к экватору. Кто не знает, это старая морская традиция. Капитан должен попросить разрешения у Нептуна на пересечение экватора. И если на борту есть те, кто никогда не посвящался в моряки, то они должны пройти такое испытание. Нептун это все оценивает и дает добро или отказывает на пересечение, на прохождение экватора. В этот раз на борту судна было 15 человек, которые никогда до этого не проходили такую традицию, такой обряд.
что самое интересное, одному из них 45 лет, это электромеханик, и он очень давно в море, но никогда у него не получалось пройти эту веселую морскую традицию. К сожалению, из 15 человек 2 отказались от участия в мероприятии, но это их личный выбор. У нас как бы это все добровольно, никто никого заставлять не будет, но люди должны учитывать, что такой возможности в жизни дальше может и не быть. Из обрядов это, конечно же, прохождение чистилища, так называемого туннеля, который изнутри смазан всяким маслом, всякой отработкой. Мешает, конечно же, этому прохождению боссман со своим пожарным рукавом после чистилища. А окунание в купели, мы в качестве купели использовали просто бочку с соленой водой. Это для очищения снаружи. Естественно, судовая медсестра в лице Старпома должна была очистить человека также с помощью протухших яиц какой-то муки. И после купели уже стакан соленой воды, перемешку со всеми остальными ингредиентами для очищения изнутри. После прохождения всех испытаний Нептун принимает решение, достоин ли экипаж и можно ли им разрешать прохождение экватора или нет, и выдает соответствующий дипломы с присвоением морского имени каждому из тех, кто прошел испытания. В отличие от предыдущих таких же событий на других судах, вы их всех прекрасно видели в моих видео, к сожалению, экипаж не подошел с таким же рвением, как в предыдущие разы, не проявил такой сильной инициативы, особо не готовили никакие костюмы, просто одели робы, просто одели тому, кому что не жалко, и не подготавливали особо никакого реквизита. Вот только Нептун, конечно, красавчик. Нептун подошел со всей ответственностью, приготовил костюм, приготовил речь, приготовил сценарий какой-то свой и отработал свою роль на 100%. Я же, видя, как все это подготавливается, видя, насколько как экипаж подходит к такому мероприятию, тоже со своей стороны не стал сильно давить, не стал сильно настаивать и решил, как люди хотят, так пусть и празднуют. Главное, что традиция соблюдается, главное, что она не забывается и все еще живет в наши годы. А уже как принимать в ней участие или принимать участие вообще личное дело каждого, но, повторюсь, второго такого шанса в жизни может не представиться. Attention is running, 5 seconds is burning a hole in our racing hearts. I wish we could find the space, a great escape, where we could finally break the mold. If it's us that we're wanting, happy after the fall. And I don't wanna change it all. And I don't wanna change it all. And I don't wanna change it all. Трапчик загрунтовали. Завтра будут красить. Пока ходил по палубе, обнаружил, что вот эти кронштейны, которые держат специальную перекладину на бункер-станции, это то место, где подается топливная магистраль на берег для того, чтобы качать топливо на судно, либо сдается сладж с помощью тоже специальной магистрали. В общем, они проржавели и требовали срочной замены. Поэтому наш фитер, он же сварщик, быстренько все это дело заменил. И на трапе маркировка Tiger должна быть, то есть не просто желтого цвета платформы должны быть, а именно такого полосатой расцветки, для того, чтобы сделать как подъем по трапу, так и спуск с трапа более безопасным. Также должна быть маркировка, какой вес максимально выдерживает и на какой угол трап можно поднимать и опускать.
До этого платформы были просто желтого цвета, но это обязательное требование нашей компании, именно Tiger. Вот, процесс перекраски начался. Вот эту историю мы еще обновим, табличку. А трап уже закатали в оранжевый. Такая вот табличка у нас получилась на следующий день. Трап аж такого оранжевого красивого цвета, ядовитого. И можно теперь по нему безопасно спускаться. Здесь мужики покрасили трап на Forward Moving Station. Красивый такой оранжевый. Начали процесс перекраски уже, видите, компанейские тоже цвета. С левого борта тоже трап покрашенный, все сделано красиво, безопасно. Бак то в принципе вымыли, потому что вчера только замывались. Готовимся к следующему порту, к США. Все равно, видите, немножко это вот то, что шершавая поверхность, немножко оно дает цвет какого-то бежевого, немножко бежевого оттенка. Но там видно явно, что грязь не вымылась до конца. Но это не ржавчина. Ржавчина пробивается, ну так, точечно. Посмотрите, Старпом развернул супер операцию по покраске судна. Видите, все серого цвета, серая палуба, белые переборки. И мы выяснили, на самом деле, почему те зеленые, а эти палубы остальные серые. И они должны быть серые. Видите, тут все сделали на 100%. Леера переварили. Вентиляцию покрасили. Переборки все покрашены. Подволок покрашен. Вот белого цвета подволок. Колонны даже покрасили не до конца в уровень с палубой. Вот с этим подволком. Так что эта палуба готова на 100%. А с зелеными палубами есть нюансы. Более того, вот эта желтая, она должна быть не просто желтая, она должна быть Tiger покрашена. Зеленые со временем станут серыми. Ну, когда нужно будет их делать. Так мы их пока оставим. Не знаю, какая будет дальнейшая стратегия Старпома. Продолжать дальше с этими палубами или переходить на противоположный борт. Есть нехватка краски. Поэтому надо думать, что делать дальше. Да, выключай первую, включай вторую. Ну или наоборот. Сначала включи. Теперь hard to port. Окей, hard to port. Показывай. Электромеханик капитан, а она сейчас на шинах, эта рулевка? Именно от АДГ работает? Именно от АДГ работает. Но она быстро еще перекладывает. Давайте мидшип. Хорошо, Миксик. Согласен, но быстрее, чем обычно. На Первый ойл вышел. Хорошо. И на второй левел вышел. Женя, там надо связь проверить, телефон локальный. Принял сейчас минутку. Мостик, капитан. Джек, посмотри на движение, там видно тоже. А можно нам вернуть все назад, и мы здесь отсюда протестируем? Ну все хорошо, можете отпускать лифт, включайте радары, что вам надо. Все хорошо, спасибо. Обновили кнехты, выкрашенные, вся маркировочка набита, SVL. Лебедки, помните, я вам показывал их закончили. Тоже сделали маркировочку необходимую, оранжевую. Вот эти три сделаны. Там вдали две, помните, мы еще тогда их на них смотрели, которые там находятся. И, соответственно, с левого борта еще две. Все лебедки, все кнехты и ролики в том числе готовы.
Следующий этап это будут вот эти страшные леера. Не очень они выглядят, мягко говоря, посмотрите. Вот этот уровень коррозии. Пока у нас есть хорошие сварщики. Вот лежат трубы. По-моему, не тот диаметр, но проверим. Клюз тоже черного цвета, красивого, насыщенного. Ролики готовые. Все, вся кормовая швартовная станция почти, кроме лееров, закончена. Маркировочка Boston Store готова. Теперь понятно, куда дверь ведет. Лебедки расчехлены, готовы к швартовке. Все приготовили, все проверили, все работает. Здесь маркировка Embarkation Ladder присутствует, вон наклеечка. И с этой стороны также сделали. Эти лебедки тоже готовы к швартовке. Постер сделали тайгером. Danger entire mooring station is snapback zone. Так и должно быть. На кэпстен, то есть на битинг, поставили новые кончики. Это стопора, чтобы конец стопорить. И стопора много где поменяли на новенькие. Вот видите, еще в одном месте. Боссман практически везде поменял. Вода даже не голубого, какого-то невероятно бирюзового цвета. Сейчас, если выйти, вот. Смотрите на эту красоту. Уже непосредственно на подходе к Нью-Йорку мы встретили два пассажирских судна, каждое из которых когда-то были самыми большими судами, но каждый, естественно, в свое время. Первым выходила Oasis of the Seas, который вы сейчас можете видеть, белого цвета. На данный момент оно может вместить в себя 9100 пассажиров и имеет длину 360 метров. Было спущено на воду, введено в эксплуатацию, точнее, в 2009 году. Второе же это легендарное судно Queen Mary 2. Судно, которое было спущено на воду в 2004 году. И на тот момент оно могло брать на борт судна 3800 человек. После небольшой модернизации количество людей на борту увеличили до 3900. Что интересно, что Oasis of the Seas, несмотря на то, что может брать на борт судна почти в 2 раза больше пассажиров, чем Queen Mary 2, оно всего на 15 метров длиннее. То есть Queen Mary 2 345 метров, Oasis of the Seas 360 метров. Ширина по ватерлинии при этом у Queen Mary 41 метр, а у Oasis of the Seas 47. То есть не такая большая разница. Конечно, на фоне современных лайнеров, того же Icon of the Seas, Queen Mary 2 выглядит уже как-то подуставшим. Дизайн немного устарел, но тем не менее все еще красивое судно. Ну и очень приятно было встретить оба этих парохода, не побоюсь этого слова, прямо на подходе к Нью-Йорку.
Друзья, мы в США, мы в Нью-Йорке, мы наконец-то сюда добрались. Нам понадобилось 28 дней, чтобы преодолеть дистанцию в 11 200 морских миль. Можно было, конечно, это сделать быстрее, можно было сделать медленнее, но мы шли сначала по расписанию на 27 мая 2026 года, но в какой-то момент нам сказали, что порт забит, порт занят, и попросили снизиться, чтобы быть 29-го. Собственно, 29 мая мы прибыли, и вот 29 мая погода сейчас 7 утра в Нью-Йорке плюс 12, да, довольно-таки прохладно, но даже не в этом проблема. Проблема в том, что сильный ветер. И мы вчера даже получили предупреждение, чтобы во время швартовки завести дополнительный конец, если это возможно, потому что ветер ожидается, в данный момент он нам прямо в корму дует, и мы завели один дополнительный конец для того, чтобы быть немного поувереннее. С этого порта начинается наше американское турне по США, Нью-Йорк, Норфолк, Саванна, Чарльстон. Стандартный набор, по которому мы с вами уже ездили. В общем, спасибо, что смотрели, спасибо, что были этот переход вместе с нами, вместе со мной. С вами был капитан Максим. Пишите свои мнения по поводу того, что вы посмотрели в этом ролике, в предыдущем. Если есть вопросы, не стесняйтесь их задавать. Спасибо еще раз за внимание. Капитан Максим, канал Макс Мастер. Мы на связи, и мы в США.